террористическая деятельность, и все они являются военными преступлениями. Что вы считаете будет выгоднее Украине? Чтобы Россия осталась единой большой державой или распалась на несколько отдельных государств? Они привозят тела со всей Российской Федерации и с минимальной подготовкой заталкивают их в мясорубку. Я была в Бахмуте. Уничтожить штаб, уничтожить склады боеприпасов и уничтожить транспортную сеть. На ваш взгляд, даст ли США наконец-то разрешение на удары «Хаймарсами» по территории Российской Федерации или Беларуси? Танки станут важным вкладом. Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой, и сегодня мы поговорим с экс-командующей войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях, чтобы как можно больше людей смогло увидеть это видео. Генерал, спасибо большое, что согласились на интервью. Скажите, почему Украине так долго, почти год, пришлось ждать танки? И то в самой Украине мы их до сих пор еще не увидели, кроме того, что наши солдаты пока проходят на них обучение, мы не знаем больше ничего. И насколько вообще пару сотен танков могут изменить ситуацию на линии фронта? Я думаю, что процесс выполнения задач был постепенным, по разным причинам. Я бы хотел, чтобы он был более быстрым, чтобы решения принимались быстрее. Я действительно считаю, что хорошие люди слишком обеспокоены возможностью ядерной эскалации. Поэтому они очень осторожны в том, что предоставляют. Кроме того, существуют различные юридические причины, поэтому сохранение альянса также было важной частью этого процесса. Все страны НАТО, плюс другие страны, более 50 стран вместе, которые по-прежнему предоставляют по возможности. Не так быстро, как это нужно, но это происходит. Я думаю, что танки станут важным вкладом в способность Украины прорвать российскую оборону. Позднее, в этом году, когда Генеральный штаб решит, что время пришло. Так что, независимо от того, находятся ли они там сейчас или готовы к использованию через 2 месяца, я думаю, что Генеральный штаб примет наилучшее решение о том, как включить эти новые танки, в основном леопарды, которые будут очень хорошим и желанным дополнением к украинским бронетанковым силам. А самолеты? Это будут F-16 или А-10, или какие-то европейские, типа Тайфунов или Рафалей? Насколько это изменит ситуацию на фронте, кроме того, что усилит наше ПВО, потому что истребители смогут сбивать российские ракеты и дроны? ВВС Украины показали невероятные результаты. То, что они делали на протяжении всей войны, даже несмотря на то, что их численность была меньше, они удивили весь мир тем, как хорошо они смогли противостоять попыткам российских ВВС. И то, что России не удалось добиться превосходства в воздухе в первые дни, также стало большой неожиданностью для профессионалов ВВС. Я думаю, что отчасти это связано с ВВС Украины и ПВО Украины, а также с плохим управлением и недостаточной подготовкой российских ВВС. Несомненно, украинский пилот может научиться управлять F-16 или другим западным самолетом очень-очень быстро. Намного быстрее, чем это потребовалось бы обычному пилоту. Особенно если бы у вас был украинский пилот, который уже имеет опыт. Но я думаю, что ключевым моментом является то, что Запад помогает Украине с высокоточным оружием большой дальности. Будь то F-16, или Атакамс, или беспилотники, или бомбы малого диаметра, то, что имеет большую дальность, необходимо для изоляции Крыма и для того, чтобы сделать Крым неприступным для российских войск. Крым — решающая часть этой войны. Это то, что Украина должна освободить в этом году. И поэтому все эти системы, включая F-16 или 18, помогут в этом. А также, конечно, обеспечат наземную поддержку украинских бронетанковых сил, которые будут использоваться для прорыва российской обороны. Не существует одной системы, которая изменит все. Поэтому я стараюсь не говорить о конкретной платформе,
конкретном оружии, а говорить о возможностях. Вот почему я подчеркиваю важность точности на дальних дистанциях и сильных бронетанковых сил, какими бы ни были системы. F-16, безусловно, является правильной платформой, которая необходима по целому ряду причин. Но я не могу объяснить, почему администрация до сих пор не хочет этого делать. Вероятно, в конце концов, они это сделают. Я имею в виду, что так все и происходило весь год. Я думаю, что мы слишком осторожны в отношении эскалации России до ядерного конфликта, в который я абсолютно не верю. Я так понимаю, вы не ответите мне на вопрос по поводу атакамса и других дальнобойных ракет, и когда мы их увидим. Хотелось бы, чтобы уже получили его. Вы знаете, что я выступаю за это уже несколько месяцев. Так что все, что я могу продолжать делать, это подчеркивать, почему Украине нужен высокоточный потенциал дальнего радиуса действия, какого бы типа он ни был. А чем на все эти поставки может ответить Россия? Они ничего не могут сделать. Они не могут остановить это. В противном случае, я имею в виду, что они не смогли запретить поставку вооружений из Польши. Они вообще не смогли этого сделать. У них нет такой возможности. И я думаю, что их ВВС не способны делать то, что мы называем динамическим наведением, когда они могут обнаружить приближающийся поезд, а затем найти его и ударить по нему или по конвою. Россия тратит все свое многомиллионное высокоточное оружие против жилых домов и электрогенераторов. Больше они ничего не могут сделать. Их так называемая мобилизация, как мне кажется, снова не удалась. Или они отложили ее, или что-то еще. Это была такая катастрофа в сентябре, когда они провели частичную мобилизацию, и 500 000 российских военнослужащих мужского пола в возрасте покинули страну, чтобы избежать мобилизации. И мы увидели, что российское Министерство обороны не было готово к этому, с оборудованием для размещения, учебной формой, базовыми вещами. Я не думаю, что они решили все эти проблемы. И вот что они делают. Они привозят тела со всей Российской Федерации и с минимальной подготовкой заталкивают их в мясорубку, не заботясь о том, сколько тысяч этих несчастных российских солдат погибнет в процессе. И я пока не вижу доказательств того, что они могут делать что-то новое. Москва уже перешла в новую атаку по всей линии фронта, от Угледара до Сватова. На определенных направлениях у них численное и артиллерийское преимущество. Я была в Бахмуте в первой половине января. Это постоянные прилеты артиллерии по всему городу, крупному городу. Порядка 80 тысяч жителей в нем жило до начала полномасштабного вторжения, где сейчас остается порядка 10 тысяч местных жителей. Похожая же ситуация и в Угледаре. Некоторые украинские солдаты говорят и описывают то, что происходит на подступах к Бахмуту, как атаку зомби, потому что они идут и идут вперед 10 часов. Одну волну убивают, идет следующая волна. Что мы можем противопоставить России в этих ситуациях? Подумайте о том, насколько впечатляющими являются действия украинских защитников. И я имею в виду, что эта война началась почти 9 лет назад, в 2014 году, когда Россия имела все преимущества. А год назад начались специальные военные операции, в которых у России были все преимущества, кроме того, что Украина защищала свой дом. И после всего этого Россия все еще пытается захватить Бахмут. Это говорит о качестве обороны Украины, о том, что у них есть, о качестве украинского народа по сравнению с российским потенциалом. Конечно, вы знаете, и ваши слушатели знают, что Бахмут находится так далеко в восточной части Украины. Я все время держу при себе карту Украины.
Бахмут находится здесь, на самом востоке Украины. Полезно помнить об этих ужасных боевых действиях. Конечно, Украина несет потери. Он находится так далеко на востоке, и это все, что русские могут сделать. Что сказал генерал Коволи, верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО? Это правда, что точность может победить массу, что российская массовая пехота требует поддержки массовой артиллерии. Как победить массовую артиллерию? Уничтожить штаб, уничтожить склады боеприпасов и уничтожить транспортную сеть, необходимую для переброски артиллерийских боеприпасов. Если вы уничтожите эти три вещи, то не имеет значения, сколько российской артиллерии. И тогда российская массовая пехота не получит той поддержки, которая ей необходима, чтобы иметь хоть какой-то шанс на продвижение против украинских защитников. Поэтому, чем быстрее мы сможем получить дальнобойное высокоточное оружие, более дальнобойное оружие, чем то, что уже доступно для «Химарс», тогда вы сможете уничтожить российские штабы, российские склады боеприпасов, российский транспорт. Вот как можно это сделать. В своей статье New York Times говорит о том, что сейчас Россия имеет 350 тысяч солдат на территории Украины и 150 тысяч солдат в резерве. Это почти вдвое больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. На некоторых направлениях украинские военные говорят о преимуществе россиян 17-1. Что мы можем этому противопоставить? История полна примеров, когда армии, превосходимые по численности, добивались успеха, когда защитники, особенно защищающие свою страну, добивались успеха. Я очень скептически отношусь к этим цифрам доклада о практически 500 тысячах российских войск. Это не обязательно 500 тысяч бойцов. И поэтому Украина имеет такое количество войск, я думаю. Конечно, в определенных местах, например, в районе Бахмута, у России их больше. Но мы знаем из истории, что защитнику или нападающему обычно требуется общее преимущество, по крайней мере, 3-1. И хотя в некоторых местах Россия может иметь такое преимущество, они все еще не смогли взять больше, чем случайная деревня. Поэтому я думаю, что люди слишком много внимания уделяют этим большим цифрам, потому что они звучат так устрашающе. 300 тысяч русских не равны по качеству даже 100 тысячам украинских солдат. А система логистики, необходимая для того, чтобы поддерживать этих российских солдат в бою, очень слаба. И я думаю, что чем больше мы поможем Украине атаковать эту логистику, атаковать транспорт, атаковать штабы, атаковать боеприпасы, тем более эффективными они смогут быть. Но им нужны высокоточные средства дальнего действия. На ваш взгляд, даст ли США наконец-то разрешение на удары «Хаймарсами» по территории Российской Федерации или Беларуси, например, по установкам С-300, которыми постоянно обстреливают Харьков? Возможно, нет. Я этого не знаю. Я думаю, что США или администрация были обеспокоены тем, что может привести к эскалации. Согласно международному праву, любая страна имеет право защищать себя. Меня впечатляет, что Украина до сих пор сопротивлялась нанесению ударов «Химарс» по российским системам на территории России. Это сложный политический вопрос, потому что важно, чтобы все страны были на одной стороне. И хотя я бы хотел, чтобы Украина могла наносить удары по российским объектам внутри России, это означает, что группа поддержки, контактная группа в Рамштайне, если страны перестанут поддерживать в этот момент, я думаю, это будет печально. Но у Украины есть некоторые собственные возможности. Например, она использовала несколько беспилотников для аэродромов на территории России. Также интересно, что Украина ничего не сделала против целей Беларуси. Почему? Я думаю, это такое признание Украины необходимости проявить сдержанность, чтобы не дать Беларуси повода или провокации вступить в борьбу. Так что все мы должны сделать эти расчеты.
Если Россия нанесет массированный удар в первую годовщину тотальной войны России против Украины, какой должен быть адекватный ответ со стороны Украины? Я думаю, что Украина будет продолжать делать то, что она делала, а именно быть очень дисциплинированной, очень умной, очень творческой в том, когда и где наносить удары по России. У меня нет специального совета, как Генштаб должен поступить 24 февраля или что-то еще. Я думаю, то, что они сделают, будет лучше, чем все, что я мог бы придумать. Но они не будут тратить критически важные боеприпасы только ради символики. Как бы вы посоветовали украинскому руководству поступить с Лукашенко и Белоруссией? Они уже были плацдармом для нападения на Украину год назад, а сейчас используются как тренировочные базы для российских военных. Я бы сказал, что если это все, что Россия может сделать в Беларуси, то это хорошо. Я думаю, что Лукашенко действительно не хочет вовлекать своих солдат в этот конфликт. У него есть только, может быть, 10 батальонных тактических групп. Я думаю, он знает, что они будут уничтожены в считанные дни, если вступят в бой, потому что их качество еще ниже, чем у российских формирований. Я не думаю, что солдаты Беларуси действительно хотят воевать против Украины, и наоборот. Я не думаю, что люди из Беларуси действительно заинтересованы в конфликте с людьми из Украины. Так что, если Россия тренируется там, в Беларуси, и все, и, может быть, получает какие-то боеприпасы из Беларуси, то я думаю, что это не такая уж страшная вещь. Если Беларусь не будет более активно поддерживать Россию. Почему, на ваш взгляд, российская армия сосредоточилась на массированных атаках на протяжении последних месяцев именно по гражданской инфраструктуре, а не по военным целям, что по сути является террористической деятельностью? Это террористическая деятельность. И все они являются военными преступлениями. И список военных преступлений регистрируется и отслеживается МУС, Международным уголовным судом. Когда-нибудь за это придется отвечать. А пока они тратят тысячи дорогих ракет, беспилотников и ракет против целей, которые не дают им никакого стратегического преимущества. Это стратегическая кампания бомбардировок, которая не повредила и не уменьшила волю украинского народа. Я думаю, что это только укрепило ее. В какой-то момент Генеральный штаб должен задуматься, почему мы запускаем многомиллионные ракеты против электростанции, которая будет восстановлена всего за несколько дней, или против гражданского объекта. Таким образом, они терпят неудачу по всем аспектам этой стратегической бомбардировочной кампании. И я думаю, что чем больше они это делают, тем больше это заставляет Запад также хотеть победить их. Это ничего не делает для того, чтобы помочь России. Вот что я хочу сказать. Могут ли ЕС и США реально предотвратить применение Путиным оружия массового поражения по Украине? И какова должна быть реакция Запада в случае его применения? Можно ли ожидать каких-то гарантий типа ядерного зонтика? Я думаю, что мой президент уже предупредил Россию о том, что если Россия применит ядерное оружие, то это приведет к катастрофическим последствиям. Я думаю, он ясно дал это понять, как в официальной публичной форме, так и по различным каналам. Это было доведено до Кремля. Не делайте этого. И я думаю, что Кремль в это верит. Я также не верю, что Генеральный штаб хочет применить ядерное оружие, потому что они знают, что в этом нет никакого преимущества. Это ничего не изменит на земле. Это не даст им никакого преимущества над Украиной. Они могут убить больше невинных людей, они могут разрушить больше городов, но это не изменит поле боя в их пользу. Так зачем же им делать то, что не дает им никакого преимущества, и за что они будут страдать от катастрофических последствий? Во времена Холодной войны у Советского Союза было тактическое ядерное оружие. Тактическое ядерное оружие — это нечто гораздо меньшее, чем то, что было использовано против Хиросимы и Нагасаки.
но оно было бы использовано для создания бреши в обороне НАТО. И тогда у вас были бы мобильные силы, должным образом обученные и оснащенные для действий в зараженной среде, либо для химического оружия, либо для ядерного оружия, которого больше не существует. Нет большого мобильного формирования, которое было бы обучено и оснащено, чтобы иметь возможность использовать такую брешь. И я не думаю, что есть место, где Россия могла бы применить ядерное оружие, чтобы изменить эту ситуацию. Так что это непрактично. И, конечно, они не собираются использовать стратегическое ядерное оружие, которое в первую очередь направлено против Соединенных Штатов, потому что это будет иметь последствия для России. Еще я думаю, президент Си донес до Кремля: не делайте этого. Никто в мире, даже те страны, которые не симпатизируют Украине, за исключением, может быть, Ирана, никто не хочет, чтобы Россия использовала ядерное оружие. И я не думаю, что Путин самоубийца. Он жесток. И его не волнует человеческая жизнь, кроме своей собственной. Поэтому я не думаю, что он самоубийца. И я думаю, что люди вокруг него также думали о жизни после него. И что, если они хотят вернуться к чему-то, что похоже на норму, они помешают ему сделать это. Так что вот почему я очень сомневаюсь. Я серьезно отношусь к этой угрозе, но думаю, что крайне маловероятно, что они действительно это сделают. Генерал, вы несколько раз говорили о том, что война закончится в 2023 году. Вы продолжаете так считать? Когда я это говорю, я всегда говорю, что если Запад сделает все, что мы пообещали сделать, и если мы поставим это высокоточное оружие дальнего радиуса действия, тогда я думаю, что Крым может быть освобожден к концу лета, а затем все остальное последует за этим. Крым — это решающая территория. Вы освобождаете Крым сначала путем его изоляции, путем разрыва этих двух дорог, которые соединяют его с Россией. Одна через Керченский мост, другая — так называемый сухопутный мост, который идет из Ростова через Мариуполь, Мелитополь в Крым. Если вы перережете все мосты, вы сделаете невозможным для России перемещать что-либо в Крым и из Крыма. А затем, с помощью оружия дальнего радиуса действия, вы убедитесь, что они никогда не смогут использовать Севастополь, Саки, Джанкой, другие места, где есть российские объекты в Крыму. Это очень уязвимо, если вы используете оружие дальнего действия. И я думаю, что, сделав его несостоятельным, вы начнете освобождение. В конечном итоге, украинские сухопутные войска, конечно, должны будут войти на полуостров. Но только после того, как оружие дальнего действия сделает его непригодным для российских войск. Дополнительный вопрос. Что вы считаете будет выгоднее Украине, чтобы Россия осталась после нашей победы, освобождения Крыма и нашей территории? Чтобы Россия осталась единой большой державой или распалась на несколько отдельных государств типа Чечни, Татарстана, Башкортостана и так далее? Я думаю, мы увидим большие перемены. Конечно, я не могу предсказать, как или что произойдет с Путиным или его режимом. Но если Крым будет освобожден, то я сомневаюсь, что он будет у власти к концу этого года. Я думаю, что чеченцы, Кадыров, я думаю, что он ждет и наблюдает. Он много говорит, но вы не часто слышите о том, как чеченских солдат режут в мясорубке. Я думаю, что он защищает их либо для того, чтобы они стали спасителями или преемниками, либо для того, чтобы они откололись. Я думаю, что между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым, конечно, есть большие трения. Я читал вчера, может быть, это правда или нет, но Кремль сказал, что имя Пригожина не должно использоваться ни в каких официальных российских СМИ. Так что я думаю, что это начало изоляции Пригожина. Я имею в виду, если бы Путину пришлось выбирать между Шойгу и Пригожиным, он бы увидел, что Пригожин более опасен для него. Поэтому я думаю, что внутри России есть много разных сил, которые будут конфликтовать. И я не эксперт по Кремлю, поэтому я не могу назвать всех различных персонажей, которые там находятся.
Поэтому я не берусь предсказывать, что произойдет. Но я думаю, что после освобождения Крыма внутри России произойдут значительные изменения. Самое безопасное для Украины — это вернуть все свои территории, включая Крым, и заключить хорошее соглашение о безопасности сначала с США, потом с другими соседями, такими как Польша, например, Румыния. Это первое. И чтобы Украина продолжала модернизировать и наращивать свои силы. А также для того, чтобы Украина избавилась от коррупции. Потому что когда в Украине есть коррупция, это делает ее уязвимой для российского вмешательства и дает другим странам повод не поддерживать Украину. Так что безопасность Украины превыше всего. Это так. Но, конечно, все мы должны думать о возможности распада Российской Федерации. Я думаю, что это вполне реальная возможность. И мы должны предвидеть, что произойдет с ядерным оружием, что произойдет с контролем над энергетической инфраструктурой. Китайцы, очевидно, будут очень заинтересованы в этом, так же как Индия и Иран. Что будет со всеми деньгами? Я имею в виду, что там много денег, которые должны быть в руках правительства, чтобы заботиться о своем народе, а не в руках нескольких олигархов, которые сумели спрятать их в разных местах. Поэтому я думаю, что все мы должны думать об этих последствиях. Будет огромное количество беженцев, будет насилие, расплата, потенциальный отрыв. Но я не могу предсказать, как именно это будет выглядеть. Генерал, может быть, есть что-то, о чем я забыла вас спросить? 5 лет назад я уволился из армии США и работал в Центре анализа европейской политики, концентрируясь на регионе Черного моря, Балтийского моря и Центральной и Восточной Европе. Мне очень нравилось работать в ЦЕПА. Но после почти 5 лет работы пришло время двигаться дальше. И я присоединился к Human Rights First этим летом. Мне нравится Human Rights First, потому что у них есть программы по привлечению людей к ответственности, по привлечению автократов к ответственности за их преступления. Что же делает Россия против Украины? Это агрессивная война, которая является преступлением, а также отдельные преступления — депортация, геноцид, уничтожение или нападение на гражданское население. Это те вещи, которые волнуют Human Rights First. Мне нравится быть частью этого, а также противодействовать экстремизму в Европе и в США, потому что это делает нас уязвимыми для экстремистов, и Россия будет этим пользоваться. Поэтому мне нравится быть частью Human Rights First, потому что, будучи солдатом, я провел 40 лет, защищая права человека. И теперь у меня есть шанс, будучи отставным солдатом, продолжать это делать. Спасибо большое, генерал. Всегда приятно с вами общаться. Напоминаю, что с нами был генерал Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах, чтобы как можно больше людей смогло увидеть это видео. Спасибо вам за внимание и увидимся завтра.